Ciao a tutti, mi chiamo Julia, vengo dalla Russia e parlo varie lingue. I know, I disappeared again, but who cares? Honestly, I was extremely busy. I was preparing for my DLC2 exam, which I took in November, and I was really stressed. I didn't want to speak any other language. I was speaking only Spanish. And actually, I think I failed the first part of the exam. It means that I failed the whole exam. The first part was reading and listening, but I think the reading was just atrocious. It was a disaster. Anyway, I'm still waiting for my results. I think I'll receive them sometime in February. But I'm pretty sure I failed it. Whatever. Today I'm going to speak 3 other languages. So the first language is my native language, which is Russian. The second 2 languages are my less developed languages, which are Portuguese and German. So let's hear how I can speak them. Итак, я начну говорить на своем родном языке, это русский. Очень странно, что я, в принципе, не начала свое первое видео с этого языка, хотя русский – это мой родной язык. Русский язык я изучала, естественно, как язык родной, я изучала его в школе. Меня обучали ему родители с самого рождения, собственно. Русский язык, уроки русского языка, литературы в школе я обожала, у меня были прекраснейшие преподаватели. Я очень, очень сильно их люблю, моих преподавателей, потому что уроки действительно были изумительные. Преподаватели не просто занимали наше время, они учили нас анализировать. Русский язык мне давался, я бы сказала, нативно легко. То есть орфография, пунктуация. Чаще всего мне не нужно было знать никаких правил. Я ставила все буквы, все запятые на правильное место, потому что мне казалось, что так правильно, и это в итоге правильно и оказывалось. Как моя преподавательница русского языка это называла, лингвистическая интуиция. Вот, наверное, у меня было что-то такое развито с самого начала. Тем не менее, я не могу сказать, что я вообще никогда не делала ошибок. Конечно же, я их делала и до сих пор могу делать. В принципе, это нормально делать ошибки. Особенно, если мы говорим о настоящем времени, то N2N в причастиях – это, конечно же, кошмар. Это, конечно же, ужас, но что поделать. Уроки литературы были просто волшебные. Я обожала уроки литературы. У нас была просто изумительная преподавательница. Мне так нравилось анализировать произведения, которые мы читали. Мы действительно их анализировали глубоко. К сожалению, примерно на 3-м курсе я перестала читать настолько много, насколько я читала ранее, даже на 1-2 курсе университета, потому что я обучалась на биологическом факультете, и у нас была достаточно плотная научная работа, и нужно было читать научные статьи на других языках и на английском, собственно. И у меня не оставалось ни времени, ни, честно говоря, желания, чтобы читать что-то еще на русском языке. Поэтому очень долгое время я не читала много на русском языке каких-то произведений. Чаще это были просто какие-то небольшие статьи, которые нужно было прочитать, и все. Но относительно недавно мой британский друг, который интересуется русским языком и русской литературой в том числе, он меня вдохновил на чтение, на перечитывание одного из моих любимейших произведений русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита». Вот, я купила книгу, и я уже начала ее перечитывать. Вот здесь нам говорят, что рукописи не горят, и, конечно же, они правы. Смотрите, как она классно блестит. Я обожаю, когда все блестит, понимаете? Блеск – это блеск. Это волшебство, вот.
прекрасное издание. И у меня на самом деле созрел просто грандиознейший план в этом году, опять какой-то безумный, прочитать «Мастер и Маргариту» на всех языках, на которых я прочитать могу. Соответственно, я начала перечитывать на русском языке в оригинале, я уже купила, заказала книгу, вариант на английском языке, на итальянском языке тоже уже купила, вскоре собираюсь купить на испанском. На немецком я еще не готова читать такую серьезную литературу, потому что мой уровень просто не позволит этого сделать. А с португальским есть проблемы, потому что, естественно, в России книг таких на португальском нет. В принципе, очень мало литературы на португальском языке в России. Даже когда я была в Москве, в книжном, в одном из крупнейших книжных, я нашла там, дай бог, 5 книг на португальском. Что уж говорить о других городах. Поэтому найти португальский вариант «Мастера и Маргариты» — это задача невероятная в России. И единственное, что я могу сделать, я могу заказать что-то за границей. Но вы знаете, какие сейчас у нас времена, и, соответственно, купить это непросто. Поэтому я надеюсь, что через своих друзей русских, которые сейчас живут за границей, я таки смогу заказать из Бразилии через Amazon, например. Они стоят, кстати, эта книга стоит недорого, около 60 реалов, это типа 1300 рублей, переводя на русские рубли, на русскую валюту. Вот, и я надеюсь, что когда-нибудь я получу португальский вариант, конечно же, и немецкий когда-нибудь я тоже прочитаю. На ЕГЭ по русскому языку в 2014 году, кстати, почти 10 лет назад, мне даже не верится, если честно, что я 10 лет назад почти закончила школу, мне до сих пор в голове 16 лет будто бы. На ЕГЭ я получила 92 балла из 100 по русскому языку. Причем, по-моему, за сочинение у меня был максимальный балл, то есть какие-то баллы я потеряла в части А, в части Б. Там часть А вообще была? Не помню. По-моему, тогда еще была. Но, в общем, так или иначе, потеряла я не в сочинении. Поэтому русский язык я люблю, ценю, поддерживаю с помощью книг на данный момент. И, естественно, ежедневными разговорами с носителями языка. Ну, я тоже являюсь носителем языка, поэтому мой уровень не падает. Кстати, я что хотела сказать по поводу родного языка, в принципе, что уровень родного языка тоже может падать. Конечно, мы не измеряем уровень родного языка в А1, А2, Б1, Б2, С1, С2, но вокабуляр, лексика, которую вы используете, действительно беднеет, если вы не пополняете свой вокабуляр ежедневный. Поэтому чтение – это основа. Основа того, чтобы поддерживать высокий литературный уровень языка, родного языка. Чтобы язык звучал красиво, нужно читать. Oi, galera, tudo bem? Agora eu vou falar português, mas eu quero pedir desculpas porque o meu português agora é muito ruim, é muito mal, porque a última prática é quando eu falei português na última vez foi há 2 anos, eu acho, ou mais. Infelizmente eu não tenho muita prática, mas eu preciso dela. Eu comecei a aprender português porque quando? Eu acho que há uns 8 anos, sim, já há muito tempo, eu tomava umas aulas com um professor de português como língua estrangeira. O professor era russo, mas ele tinha vivido no Brasil, então me ensinava muitas coisas coloquiais. Eu já falava, quando eu comecei a aprender português, eu já falava espanhol avançado. É certo que quando eu falava com os brasileiros, eu entendia quase tudo, mas eu não podia dizer nada. A ideia principal foi
saber falar, sim saber responder. Mas também eu acho que o português é uma língua muito sensual, muito linda, muito legal. É certo que eu gostaria de falar esta língua. Agora eu quero, o ano que vem, eu quero tomar aulas de português como língua estrangeira, melhorar o meu português, falar mais com os nativos do Brasil, porque eu nunca aprendi o português de Portugal. Eu não sei como falam os portugueses. Não sei. Não tenho ideia nenhuma. Então, sim, eu quero melhorar o meu português e depois disso fazer um exame que se chama CELP-BRAS. E sim, eu quero ter um nível avançado também em português, como eu tenho em espanhol. Hallo Leute, und jetzt will ich auch Deutsch sprechen. Ich finde Deutsch eine schöne Fremdsprache und ich will Deutsch fließend sprechen. Mein Freund hat in Deutschland gelebt, aber er hat kein Deutsch gelernt, weil er in einer englischen Universität studiert hat. Vor 2 oder 3 Jahren hat er mir gesagt, dass er und ich, Deutsch lernen sollen. Ich hatte keine Lust. Ja, ich hatte keine Lust, aber dann Deutsch hat mir sehr gut gefallen und jetzt mein Freund lernt kein Deutsch und ich lerne das allein, aber mit einer russischen Lehrerin. Sie hat in Deutschland gelebt oder gelebt? Ich glaube gelebt. Gelebt. Und sie spricht Deutsch sehr gut. Ich mag ihre Unterrichten. Ich bin sehr zufrieden mit ihren Unterrichten. Mein deutsches Niveau ist Grundstufe. Es ist A2 oder zwischen A2 und B1. Ich glaube, dass Deutsch kompliziert ist, weil ich Italienisch, Spanisch und Portugiesisch sprechen kann. Aber Deutsch ist ganz anderes. Die Wörter sind sehr kompliziert. Aber ich mache alles, was ich machen kann. Ja? Und jetzt kann ich ganz viel verstehen und sagen. Ich hoffe, dass ich Deutsch fließend sprechen kann. Sehr bald. So what, guys? It was a bit complicated and my brain isn't working now because German, I make so much effort to speak German, really. Whatever. It's snowing here. I adore this climate, you know. I adore when it's nippy outside, when it's snowing outside. I really love it. So I'm going to tell you about my plans. They are not my plans for the next year. They are just my general plans about languages. So now I speak Russian. It is my native language. I think I should read more in Russian, more books in Russian. I speak English
and I really need to improve it, so I'm improving it right now. And then I would like to take CAE, that's Cambridge Advanced Exam, so C1 level, yeah. So I would like to speak English fluently as God, you know. So the next language is Spanish. As I have already said, I think I failed the exam, my DELE C2 exam, and now I would like to maintain my my level and improve it, and take the exam one more time. So make the second attempt. The next language is Italian. Well, I think I should improve Italian, but I need a particular teacher. So maybe next year I'm going to start taking Italian classes as well. And yeah, I would like to take an exam which is called CILS. Yeah, CILS 3. This is C1 in Italian. The next language is Portuguese. Well, yeah, I need to improve my Portuguese definitely, because now my level is horrible and I would like to improve it for sure. So I think I need to take more classes, not more classes, but start taking Portuguese classes again, because and speak to more natives for sure. Then my German, I'm improving it, I'm learning it, I have a teacher, and I would like to take a German exam as well. And I would like to learn 3 more languages. The first language is Norwegian. I really like it. I adore listening to Norwegian guys when they speak. But I wouldn't like to mix German and Norwegian because they are very, very similar. And I think when I reach B1, a really good B1 in German, I will start learning Norwegian as well. The next one is French. I wouldn't say that I'm very interested in French as a language, as a foreign language, but I'm really curious. How much time would it take me to learn French? Because I speak Italian, I speak French, I speak Portuguese, and they are a bit similar. Actually, I started learning French a year ago, but I dropped it because because French phonetics is, oh my god, it's really complicated. And yeah, I need a teacher, definitely. And the last language which I would like to learn is Turkish. I was learning Turkish maybe 2 years ago. I was learning it on my own. I remember that I learned like present simple tense, yeah, in Turkish, but it was difficult to learn it on my own, so I think I need a teacher. And I'm really interested in Turkish. I think it will be the only non-Indo-European language in my list. But again, I need a teacher, so I need more time and more teachers. And then I will complete, and when I will make my dreams come true. Yeah, that's all for today. Thank you for your attention. Bye.